Каждый из вас знает о девелопере, легендарный разработчик, подаривший детство многим фанатам, и благодаря своим играм по типу Granny смог перевернуть мобильный гейминг с ног на голову. Сегодня я бы хотел максимально подробно рассказать вам о человеке, который стоит за всем этим, и под конец подумать всем вместе, когда он вернется и вернется ли вообще. А также поговорим о потерянных играх разраба и о загадочном полнометражном фильме по Granny. И еще... Короче, будет интересно. Всем жителям Ютуба привет, меня зовут Кирилл, вы на канале КПК Project. Погнали! Начнем с того, что за всеми этими чудесами хорроров стоит один человек, и этот человек носит псевдоним Девелопер, что фактически переводится как разработчик. Но на самом деле этого человека зовут Денис Вуканович. Он родился 16 мая 1974 года в Швеции, тот самый я, у которого ДР 17 мая. И если чуть-чуть пошевелить мозгами, то получится, что челу ровно 50 лет. Хорош! На самом деле об этом молодом человеке, почти молодом, известно крайне мало. Он явно не планировал быть какой-то мега-публичной личностью, и его можно понять. Поверьте мне, даже если кто-то когда-то хотел стать популярным человеком, то в один прекрасный момент его мнение может измениться. Такое очень даже возможно. Могу только сказать, что Денис женат и имеет сербское происхождение, потому что у него сербская фамилия. И все. Если вы ждете, что я покажу его лицо, то... ребят, я не такой человек. Вообще у Дениски есть официальный сайт. И еще, кстати, покупаем YouTube, Facebook, Twitter, то есть X. Кстати, его имя указано как девелопер версии для Android, а Денис Вуканович версии для iOS. На самом деле девелопер сам лично говорил, что не может найти хороших людей, которым можно будет доверить разработку игр, поэтому он всегда работал один. Это печально. Давайте уже переходить к его эволюции. Начнем мы сразу же с его первых и по совместительству удаленных игр. Самая первая его игра это Barguy Girl Seducer. Выпущена 23 декабря 2011 года. Об игре почти ничего не известно, но я кое-что откопал. Иногда бывает сложно соблазнить девушек в реальной жизни. Теперь у вас есть шанс попробовать разные линии пикапа на разных девушках и посмотреть, как они отреагируют. Возможно, тебе повезет, а возможно, ты получишь синяк под глаз. Я могу пошутить, что игра создана на основе личного опыта разработчика, но... Я уже это сделал. Игра была найдена в 2022 году на сайте Sensor Tower, но поиграть в нее, разумеется, нельзя, она утеряна. К слову, это и несколько других игр были созданы изначально на Meet Up Inventor, прежде чем он перешел на Unity. Так что учитесь. Через пару месяцев Денис выпускает игру Scarfade, подсчет очков в переводе, на 2-4 игрока. О ней вообще ничего не известно, но, видимо, это было что-то вроде мультиплеера. Дениска, видимо, заигрался и на 1 апреля 2012 года, то есть через месяц, и выпускает My Daily Expenses, мои ежедневные расходы. Причем это приложение, а не игра. Описание. Вы всегда задавались вопросом, куда каждый месяц уходят все ваши деньги? Конечно же, в Developer Bank. С помощью этого приложения вы можете легко отслеживать свои небольшие ежедневные расходы, такие как конфеты, газеты, сигареты. Ух, ни хрена себе, ставки выросли, малой. А затем увидеть, на что вы тратите больше всего денег за месяц. Признаюсь, когда я учился в Кванториуме, то я тоже перед тем, как начать учиться Unity, в Meetup Inventory делал всякие калькуляторы, заметки и так далее. Золотые времена были. Через пару месяцев выходит игрушка Animal Fun and Paint. Я надеюсь, мне не надо это переводить. И эта игра была предназначена для детской аудитории. Чисто история, знаете, Скотта Коутона, который делал игры для детей, а потом, напоминает чем-то Южный парк, иконка игры, кстати. Можно слушать звуки животных, кормить обезьянку своим ароматным бананчиком, и так далее. Также через год выходит игра Ball Game, где нужно ловить звезды и покатить мяч к воротам, прежде чем время истечет, и перейти к следующему уровню. Более длинная версия этой игры скоро выйдет с большим количеством уровней, как печально. И позже, в этом же году, должна была выйти Unity 3D Mining. Тут уже пошел Unity. На YouTube-канале разраба раньше было целых 3 видео об этой игре, но в 2019 году их скрыли. Но у меня есть перезалив, который вы прямо сейчас видите. Можно встретить так называемого Борова, которого нужно убить копьем и забрать мясо. И судя по названию Mining, это была адаптация
Майнкрафта. И внезапно в этом же году выходит первая часть Слендерины. Разраб, перейдя к Unity, сразу же почувствовал потенциал хорроров и хайп Слендермена в то время. На самом деле я не очень хочу рассказывать обо всех этих играх, ведь их описание вы могли посмотреть в моем ролике про лучшие и худшие игры девелопера. Но могу сказать список от первой до последней. Это Слендерина, Slenderman Rise Again, ныне удаленный из авторских прав по Слендермену, Слендерина The Cellar, House of Slenderina, Слендерина Айсалим, Слендерина 2D, The Child of Slenderina, Слендерина The School, Слендерина The Cellar 2, Слендерина The Forest, Слендерина X, Грэнни, Грэнни 2, The Twins и Грэнни 3. Внимательные люди могли заметить, что я не назвал парочку удаленных игр. Давайте о них расскажу. Так, это, конечно, все хорошо. Мне хотелось бы рассказать вам о крутейшем дискорд-сервере Element. Element — это уютный уголок для творчества, веселья, отдыха и поиска друзей. Место, где повседневные проблемы и переживания отходят на второй план. На сервере добрые и отзывчивые администраторы. Здесь проводятся разные ивенты, смотрят фильмы, озвучивают аниме, поют песенки даже. Также на постоянной основе организовывают турниры с денежными призами и раздают нетрушки в войсе. Каждый сможет найти себе компанию по интересам или тиммейтов, такие игры как Dota 2, Valorant, CSGO и вообще многие другие. Заходи на Element, заведи интересные знакомства, а может ты здесь найдешь и вторую половинку. Ссылочка на этот крутой, реально крутой дискорд-сервер в описании. А мы идем дальше. Robot Hunt. Игра в жанре экшен в стиле FPS из 2015 года. Мы играем за человека, цель которого является уничтожение роботов. Игроку выдается автомат, 3 магазина по 50 патронов и 100 очков здоровья. Нужно осматривать локацию на наличие магазинов и аптечек, чтобы уничтожить роботов и при этом выжить. Есть 2 локации: больница и склад, а также 3 уровня сложности. Игра удалена из-за низкой популярности. Дениска ультанул. В 2016 году была игрушка Hotel Insanity, которая также удалена из-за хейта в ее сторону. По сюжету отель является заброшенным местом, где живут только враги. Игрок исследует все помещения и коридоры отеля, используя для этого фонарик и прибор ночного видения, и собирает монеты для приобретения яблок, чтобы утолять голод. Хотите узнать больше, смотрите Утопси. Ну вот как бы и все. Грэнни 3 является последней игрой на данный момент, и последний контент Денис создал в апреле прошлого года, когда выпустил Nightmare мод для Грэнни 3. Ну и все как бы, да? А почему все? Казалось бы, от таких цифр у каждого включился режим Keep Clearance, но Денис занимается только тем, что выпускает мини-обновления для своих игр с типа исправлением багов, и делается это только потому, что по политике Google Play Market все разработчики обязаны выпускать обновления для своих игр в течение какого-то времени, иначе игра слетит и скачать ее будет нельзя. Впрочем, подобный опыт у Дениски уже был с играми, поэтому он с первого раза все понял и теперь обновляет игры несколько раз в год. Знаете, что это доказывает? То, что Денис забил на разработку своих игр, но не забил на получение бабла с этих игр. Соответственно, смею предположить, что поскольку многие люди, в том числе и новые пользователи Play Market, которые еще не играли в бабку, играют во все это, и Денис берет денежки с рекламы, со Стима, в том числе с платных версий игры в Play Market, ну и в том числе это касается мерча по бабке. Но очевидно, что создав новое детище, например, Бабку 4, можно срубить еще больше бабла, ну, грубо говоря. И вот тут уже в бой идут фанатские теории. Как я уже говорил, Денис женат, и скорее всего у них есть ребенок. И скорее всего после выпуска The Twins и после хейта из-за него в сторону Денчика, и скорее всего после 10 лет создания тонн этих игр можно сделать вывод, что совсем чуть-чуть разраба это после добавления Бабки и Деда в The Twins, которая не должна была быть связана с Грэнни, мне кажется, очевидно, девелопер вообще очень расстроился. Но ведь он тоже человек, и явно не мне и не вам судить, почему Дениса все это очевидно задолбало. Я сомневаюсь, что это вообще приносило какой-то кайф от разработки все время. Все эти бесконечные слендерины и бабки хоть и приносят бабло, но не приносят больше ничего. Это вам не студии, это один в поле воин Дениска, который очевидно устал. Я не исключаю, что у него могут быть проблемы со здоровьем или личной жизнью, которые ему могут мешать делать игры.
50 лет, так-то это уже приличный возраст, но мне кажется, все у него хорошо и еще долго будет. Вообще, я верю, что разработчик когда-нибудь вернется, ведь пропал он относительно не так уж и давно, по меркам девелопера. Уже такой проходили, но ничего обещать я вам, конечно же, не могу. Ах да, была же ведь еще новость о съемках фильма по Гренни, но, ребят, это все фейк, который был создан на сайте IMDb, где вы можете сделать так же. Но вот вы посмотрите на вот это что такое? Короче, давайте подводить итоги. Сегодня мы завершаем рассказ о разработчике Developer, чьи игры ужасов хоть и не были самыми качественными по очевидным причинам, но зато более чем атмосферными. В завершении хочется отметить, что несмотря на все трудности, Developer остается легендой в мире инди-игр. Его уникальный стиль и пугающие проекты навсегда останутся в памяти игроков. Надеемся, что он продолжит радовать нас новыми творениями, ведь его талант и преданность делу не оставляет сомнений в его возвращении. Время, потерянное с удовольствием, не считается потерянным. В мире уже существуют фан-игры, начиная от фанатской 5-й части Бабушки, которая очевидно просто обалденная, заканчивая мега-ремейком Бабки и мультиплеером. Поразительно, насколько же большую дверь он открыл для других людей, но сам решил пойти в другую дверь. Дверь, возможно, счастья, своего счастья, не вашего. И на самом деле в который раз я убеждаюсь, что девелопер сделал то, что должен был сделать, выполнив свое предназначение. И ушел. Но, конечно же, мы будем его ждать. Я буду ждать. Все будут ждать.